вставка, она призвана усиливать часть вот той башни и вот этой вот башни. Специально сделано, что здесь проем такой сделан на крыше. И вот это вот все усилило горизонтальное движение здания. В них находится вентиляция, играет и декоративную, и практичную роль. Архитектор его очень интересно оформил. Мы видим простенки между окнами, такие столбы, как намечены, лопатки. Да, и причем эти лопатки, они покрыты имитацией черепицы. Это ощущение, что какое-то отдельно стоящее строение. И нагрузка от стены уходила через арки к этим контрафорсам. Когда вы подходите к готическому собору сбоку, первое, что вы видите, ряд этих арок, этих самых столбов. И здесь архитектор символически их изобразил. Но еще готический собор чем славится? Инфернальной скульптурой, какими-то чудовищами, монстрами, химерами. И вот давайте посмотрим в верхней части. Мы увидим, карниз прорезает граненые столбы, а эти столбы удерживаются непонятного вида существами, которые достойны большего внимания. Сейчас мы о них расскажем. Ну, у кого техника хорошая, вы увидите и так, я вам покажу на фотографии. Посмотрите, эти гномы, они лесные какие-то, не знаю, тролли, как угодно, как мы назовем, они играют роль атлантов. Но мы привыкли видеть на петербургских домах атлантов или кариатив в спокойных позах. Они ничем не возмущаются, держат свою нагрузку спокойно, величественно, гордо. Этот гном, он неспокоен. У него все выражение его лица и тела говорит о том, что он здесь оказался случайно, он не хочет здесь находиться. И он от страха кричит, у него именно крик страха выражен на его физиономии. Почему? Потому что его нагрузили непосильной нагрузкой, которую он физически держать не может. Он свои лапы уже распластал как можно и пытается это сделать. Ну ладно бы, дали мне непосильную нагрузку. Так дайте нормальную опору, чтобы я мог стоять на земле или на каком-то кронштейне. Нет. Дали какой-то шар, и он в этот шар вцепляется своими коготками и пытается оттуда не упасть. Вот. И хорошо бы, да, он вроде бы, ну скажем, плюнет на это на все. Скажет, что не хочу я здесь стоять. Брошу, спрыгну, убегу в свой лес. Пока падает, и бог с ней. Он не может этого сделать. Ноги у него скованы кандалами. Если вы посмотрите, вот вы увидите такие кандалы. И, собственно говоря, мы не видим здесь одного элемента. Это цепь, которая соединяет его кандалы с шаром. И это не что иное, как шар невольника. И он здесь посажен. Вот срок отбывает, да, на этом фасаде. То есть это, собственно говоря, существо, которое на средневековых соборах изображалось иначе. Это грех человеческий. Вот как на соборе Парижской Богоматери изображались грехи. Это черт, который тоже страдающая физиономия у него. И он зажат конструкциями, из которых пытается выбраться. И, собственно говоря, там это напоминало человеку, приходящему в храм, что он должен замолить свои грехи, освободиться, и тогда душа его освободится. И Вишневский здесь применил эту скульптуру, но он не прямо в лоб ее показал, как черта, а именно вот в виде какого-то гнома. Ну и еще это дополняется все инфернальной скульптурой летучие мыши, такие вампиры, граф Дракула, что-то такое. И эта летучая мышь, она тоже не человек и не зверь, а это химера. Вот смотрите, физиономия как будто бы человеческая, а тело все от летучей мыши. И он либо превращается, либо в ту, либо в другую сторону, да, либо в человека, либо этот граф Дракула, да, либо в монстра. То есть здесь вот эта инфернальная скульптура, она тоже дополняет и фасадную, да, вот эту химеру, и здесь все это тоже продолжается. Окна на лестничных клетках смещены специально в сторону, чтобы создавать движение. Несущим являются внешние столбы контрфорса. Здесь все это последовательно выражено. Ну и, конечно, инфернальные мотивы здесь тоже присутствуют. Чертенята, но они такие добрые, они как бы вообще никому зла не несут, да. Это не химера, которая с фасада кричит «открыть пасть», да, очень такие добрые белые чертенята. Ну и тут как раз место рассказать о том, как дом этот строился.
В начале период модерна дома строились не только из кирпича, но и из разных материалов. Они были овальные. И смысл его в том, чтобы небольшое помещение сделать зрительно больше. Потому что это законы восприятия. Помещение одной и той же площади, прямоугольное и, например, овальное или круглое, овальное и круглое будет казаться зрительно больше, чем есть на самом деле. Здесь вот этот мотив используется. Потом, что касается вот этих столбов. Из чего они сделаны, в смысле, насколько они полновесные, трудно сказать. Но мое предположение, что поскольку здесь использованы железобетонные и бетонные конструкции, здесь дополнительные опоры для такого маленького помещения не нужны. И эти столбы, они чисто декоративные. Они создают образ зала средневекового романского замка. Да, вот такие жилые. Доказать, что они пустые, я не могу, нужно разобраться, и где прямо не написано. Но, скорее всего, это пустые, полные декоративные колонны. Потом, конечно, сход расширенный графическими такими, средневековыми нашими ребрами, декорирован. И в основании Гюгер арок, арок маски чертенят. Причем эти чертенята, они разнообразные, они довольно добрые, они тоже нами следят своими глазницами. И еще есть интересный декор, это близких каштанов, стоит колонна тонированная, приземистая, и верхняя часть пустая. Тут находилась императорская большая корона, и вместе с короной эта корона называется стол правосудия. Надо вспомнить, что здесь находились суды. И, соответственно, феминическая такой элемент очень вместе. Ясно дело, что в советское время корона убрана была, потому что здесь партийные органы, императорская власть. Дракон-велосипедист. Будете подниматься, сейчас увидите. Такой интересный. У него хвост интересный, смотрите, все в логике модерна. Извивается хвост, он цепляется хвостом за этот период. Ощущение, что это у него колесо даже вот там изгибается, как будто вот из этого декора колесо велосипеда. Но сам велосипед не видим. Дракон, в принципе, он инфернальное существо, зачем ему видимый велосипед? Велосипед волшебный, так что все вполне нормально. Здесь все оформлено в духе готики, как готический портал. Да, вот, видите, да, вот портал, стрельчатое завершение в виде креста света. И по сторонам граненые столбы, подпираемые масками. Сейчас мы как раз к этим маскам